Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Прослужив более 30 лет, оба моих вакуумных стеклянных термоса поочередно взорвались. Покупка металлического термоса за $40 закончилась возвратом товара продавцу. Через 2 часа пища в этом термосе оказывалась чуть теплой. Ну а этот ролик, как вы уже видите, посвящен изготовлению термобокса из пенополистирола. Для моих подписчиков в этих технологиях нет ничего нового. Все их я уже показывал в предыдущих роликах. Для гостей же канала в описании этого видео я оставил ссылки. Но вернемся к термобоксу. Я выбрал толщину теплоизоляции в 30 мм, так как мне требовалось сохранять пищу горячей не дольше 2-3 часов. Если вам требуется дольше сохранять еду горячей, то вы можете выбрать пенополистирол толщиной 50 мм или даже 100 мм. Зазор между кастрюлей и внутренней поверхностью термобокса можно выбрать в пределах от 5 до 10 мм. Детали из пенополистирола я склеил полимерным клеем. Но вы можете использовать любой другой клей, например, силиконовый герметик или строительную пену. И в итоге я получил вот такой термобокс. В качестве резервуара для приготовления пищи я остановил свой выбор на кружке-термосе. Эта кружка с двойной стенкой тоже совершенно не держит тепло, но зато у нее в комплекте есть крышка, а объем кружки как раз подходит для моей задачи. Мне не удалось найти в магазине кастрюльку с крышкой такого малого объема. Обычно я завариваю овсяную кашу за 1-2 часа до завтрака. В кашу сразу добавляю изюм, который тоже набухает и становится сочным. Вот что получилось в результате. Как говорит мой знакомый доктор, овсяная каша – это не еда, это лечение. Обратите внимание, что через 2 часа температура каши все еще 67 градусов Цельсия. Спасибо за внимание, до новых встреч на канале.